Всем привет, приветствую вас на нашем канале. Сегодня мы будем тестировать CarPro Pearl. Это защитное покрытие для пластика, кожи, резины и винила. В состав входит оксид кремния на водной основе. Производитель данного средства – Корея. Мы будем тестировать это средство на резине, как кондиционер для шин, на вот этих колесах. Так выглядят наши шины до начала обработки. Наши шины 2012 года выпуска, 30-я неделя. Перед нанесением CarPro Pearl нам необходимо отмыть тщательно колеса. Приступим. Далее ждем полного высыхания. Информацию про то, каким средством я очищаю шины, оставлю ссылочку вот здесь, всплывающая ссылка. В этом видео я расскажу, как необходимо разводить эту химию, в какой пропорции и для чего. Кому интересно, переходите по ссылке, смотрите видео. Немножко ускорим процесс сушки. Так выглядит шина после полного высыхания. Для чистоты эксперимента предлагаю разделить шину пополам и покрыть левую часть колеса для начала и сравнить ее с правой частью колеса. Приступим. Перед нанесением CarPro Pearl нам необходимо его хорошенько встряхнуть. Для нанесения я буду использовать кисть. Также можно использовать аппликатор. Итак, приступим к нанесению.
наносим, не заходя на протектор. Наносить будем 2 слоя. С первым слоем мы закончили. Ожидаем порядка 15-20 минут. Вот так выглядит шина после нанесения первого слоя. Итак, прошло порядка 15-20 минут. Можем приступать к нанесению второго слоя. Что из характеристик я бы выделил этого продукта? Первое, это ультрафиолетовая защита. Далее мы получаем восстановление изначального вида обрабатываемых поверхностей. В нашем случае это шина. Также мы можем использовать этот продукт на кожаных изделиях, уплотнителях, повторюсь, на покрышках, на двигателе, на пластике и шлангах двигателя. Этот продукт полностью на водяной основе. После нанесения мы получаем устойчивый слой, который будет защищать от грязи и воды. Одним из плюсов этого продукта отсутствие растворителей в составе. И давайте немножко поднимем вопрос по поводу разведения этого продукта, то есть как необходимо его разводить. Пропорция 1 к 3 это внешний пластик, 1 к 5 для кожи, винила и пластика, и для резины мы используем концентрат этого продукта. Итак, нанесение второго слоя мы закончили. Хочу поднять вопрос, почему я наношу это средство при помощи кисти. Наношу его при помощи кисти, потому что кисть хорошо заходит во все мелкие детали покрышки. Вот наглядно видно, как кисть хорошо справляется со своими задачами. Ну что, давайте посмотрим, во что превратился наш старенький Nokian. По истечении 15 минут снимаем малярный скотч. Момент истины. Так, ну что скажете? Разница есть или нет? Вот более детально. Покрытая часть и непокрытая. Вот колесо общим планом. Покрытая часть и непокрытая часть. Кто знает более интересное средство, которое следует попробовать, порекомендуйте. Напишите, я с радостью проэкспериментирую и даже, возможно, сделаем какой-то видеосюжет по этому вопросу. Жду от вас комментарий. Обработанная часть и необработанная часть покрышки. Ну и, пожалуй, закончим наше колесо. Полностью его вскроем Car Pro Pearl. И спустя 15-20 минут высыхания. Также хочу проверить, как поведет себя этот защитный слой при попадании на него воды. Давайте посмотрим.
Вот так ведет себя защитное покрытие Car Pro Pearl при попадании на него воды. Вот вода подсохла, и у нас колесо приобрело такой вид. И сделаем небольшой эксперимент. Покроем одну из покрышек разведенным вариантом этого средства 1 к 5. Итак, это колесо у нас покрыто средством в разведенном варианте 1 к 5. Это колесо у нас покрыто средством в концентрированном виде. Итак, прошло 5 дней. Давайте посмотрим, как выглядят обработанные шины после нескольких поездок в дождливую погоду. Это колесо было обработано концентратом. Давайте проверим, до сих пор ли защитное покрытие отталкивает воду. По-моему, неплохо. А это колесо мы обработали разведенным средством 1 к 5. Давайте проверим, как отталкивает воду покрытие с этой стороны. По-моему, также неплохо. Отпишите в комментарии, какой вариант понравился больше. На этом все. Процесс чернения резины при помощи Car Pro Pearl мы закончили. Понравился вам результат или нет, оставьте свое мнение в комментариях. Если у кого есть рекомендация по поводу того, что можно еще использовать в качестве чернителя резины, отпишите. Всем спасибо за просмотр. До встречи на канале. Всем пока.